Всем привет! С вами снова PR Fairplay, и мы продолжаем подводить итоги ушедшего 2017, да, в мае 2018. Ведь, как оказалось, достаточно много интересных игр для совместного прохождения это вышло. И сегодня препарация у нас подвергнется не такой уж частый жанр для игры на двоих – головоломки. Вы ведь любите поломать голову? Эй, комрад, ты где? Ау. Да, кажется, головоломки не для всех. Ну, некоторые любят ломать головы больше другим, чем себе. О, у меня тут, кажется, появился новый напарник на этот выпуск. Куда? Погоди, не уходи далеко. Приступим. Головоломки нередко удивляют, и наш первый кандидат не стал исключением. Endless Winter имеет весьма необычный сеттинг и геймплей тоже. Вот уж не знаю. В целом это похоже на то, что происходит в платформерах, но только здесь вид сверху. Давай обо всем по порядку. Окей, мы оказываемся в мире постапокалипсиса, и он там случился по причине войны с искусственным интеллектом. И наступили вечные холода. И с чем же нам заниматься в этой вечной холодрыге? Ну, по всей видимости, авторы рассудили, что услуги курьера в таком мире будут весьма востребованы. И за нами остается доехать из точки А в точку Б на машине. Интересно, гоночка-головоломка. Но, я так понимаю, наша дорога будет не очень прямой. Еще бы. И, похоже, искусственный интеллект байтами не корми. Вот дай организовать трассу так, что придется поломать голову, прежде чем поймешь, а как вообще проехать. То по одной поверхности едешь и управление теряешь, что платформу подвигать придется, чтобы путь проложить. Вообще задачки не очень суровые. Но я думаю, что вместе поездить и поисследовать этот мир, это будет весьма занятно. Ну, а если вы хотите что-то попривычнее, поприветствуйте двухмерный платформер-головоломку Overknock Unlimited. Смысл такой. Мы попадаем в причудливый мир, где обитает много разных квадратов, и каждый из них обладает каким-то особенным свойством. Мы можем эти квадраты хватать, также взаимодействовать с ними, использовать их свойства, и все это для того, чтобы продвигаться дальше и исследовать этот мир. И зачем? Чтобы собрать всех покемонов. Ладно, просто милых зверьков и всякие разные предметы. Теперь моя жизнь наполнилась новым смыслом. Да, ведь теперь ты будешь моей собакой-кусакой. Что? С этого момента подробнее, пожалуйста. Ну, собака это ведь лучший друг человека. Так вот, здесь можно по ходу прохождения повстречаться с песиком и взять его на поводок. Поводок? Ладно. И, наверное, это ограничение по расстоянию между игроками это тоже интересный элемент головоломки. Именно. Ладно, я уже готов. Или, может быть, ты станешь моей собачкой? Во, уже неплохо получается. А теперь перенесемся в космос, на далекую Проксима Центавра, и представим себя одним из инженеров, который остался в живых после нападения. Скорее чужой, но не совсем. Здесь каждому игроку прицепляется мимик, который повторяет все действия игрока, и между ними при этом существует некая ментальная связь. Если мимик погибает, то игрок погибает тоже. Странные ребята эти мимика, и мы их что, спасать будем? Нет, спасать мы будем себя, потому что если мимик подойдет слишком близко к игроку, то он захочет сделать обнимашки, и на этом его охота будет завершена. Кажется, я понял, то есть надо как-то их срулить от них, и в обнимашки не попасть, но и на погибель не завести. Ну и задачка. Да, задачка еще та. Как правило, вы будете бежать в одном месте, а мимик в другом. Потом бац, впереди мимика печка, а у вас еще какая-нибудь загогулина. И пойди догадайтесь, как все это обойти. Есть у меня предчувствие, что вдвоем играть интереснее, потому что сложнее. Но если ты будешь тупить, то да. Shit Happens — это головоломка. Стоп, что? Shit Happens — это головоломка. Это я уже слышала, только ты немножко не так прочитал. Shift Happens. Shit Happens. Нет. Да я понял, у тебя про свой косяк уже. Да ну тебя. В общем, про игру давай. Наконец-то настоящий кооператив. Однажды в лаборатории были созданы два необычных существа из желе. Они связаны друг между другом и могут обмениваться массами своего тела.
Наверное, бы удобно было бы в реальном мире. Так ты сейчас на что намекаешь? Не отвлекайся. В общем, обменялись массой, и что дальше? Масса тела – это еще и способности. Толстопуз может и на кнопку нажать своим весом, и малыша кинуть, и другие предметы поднять. А мелкий пройдет там, где большому голова уже мешает. Я уловил. Верно? Концепция простая, но уровни спроектированы достаточно разнообразно. Насколько вижу, некоторые головоломки требуют реакции, поэтому косяки и веселье обеспечены. Особенно если играть с тормозом. Ну просто бывает, что я не высплюсь. Ой, да ладно. И что-то мне подсказывает, что вам уже поднадоели головоломки платформеры. Ну, давайте посмотрим на изометрию в виде Over My Dead Body For You. А вот то, что осталось прежним, так это то, что мы опять имеем двух разных персонажей. Переключаться между ними, правда, уже не получится, но здесь есть свои фишки. Так, что за два персонажа и что их связывает? Два персонажа, зомби и призрак. Ну, вообще-то это один человек. Один ученый, работая на зловредную корпорацию, делал какие-то бесчеловечные эксперименты, а в итоге превратил себя в зомби. Но при этом еще и в призрака. То есть можно в это и одному играть? Да, но управлять двоими одновременно очень затруднительно, поэтому крайне рекомендуется напарник. Ладно, и что же мы будем со всем этим делать? Искать мозги на обед? Зомби действительно может кем-то подкрепиться, но вообще-то ученый хочет установить свою человеческую форму и просто бродит по комплексу, интересуется у своих коллег, что же ему делать. Зомби на пару, ему, наверное, очень рад. Очень. Такая компашка кого угодно убедит, в чем требуется. Уж дверь-то они хотя бы откроют. А вот охранники будут стрелять, но призрак может его дезориентировать и помочь зомби подкрепиться. Самое главное, комплекс очень большой, по пути вас будет поджидать множество различных дилемм. Так что выбирайте, кто кем будет, зомби, призраком, и вперед! И на этом с головоломками, пожалуй, хватит. Но если вам мало, то... Да, как обычно, полный список всех представителей жанра за 2017 год в описании. Если не хотите пропустить новые видео подборки кооперативных и соревновательных игр, в которые можно поиграть вдвоем, подписывайтесь на канал. С вами были Pair Fair Play. Всем удачи, всем пока!